Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Продолжаем мастерить декор в африканском стиле. В дополнение к тарелке, вазе и флейте дождя я решила сделать еще кое-что. Просматривая различные фотографии с оформлением интерьера в африканском стиле, я взяла на заметку маски и панно. Немного переработав под свои размеры и цвета, я решила сделать похожее для своей полочки в африканском стиле. Что из этого получилось, смотрите сами. Итак, приступим. Выбираю маску, которую хочу сделать, и рисую ее на картоне. Сначала я сделала набросок карандашом и потом обвела поярче. Точно такой же контур рисую на второй части картона. Вырезаю некоторые части маски, не все, а только выступающие. Приклеиваю на клей для дерева момент столяр и вырезаю по контуру. Когда все высохло, наношу шпаклевку на всю маску. Сначала с одной стороны, потом с другой и по бокам тоже. Для того, чтобы шпатлевка легла ровно, я мокрой кисточкой разглаживаю ее как следует. И после высыхания мелкой наждачкой немного снимаю неровности. Цвет решила сделать бордовым, потому что мне просто нравится такой цвет, и маску я решила не раскрашивать, а оставить однотонной. После просушки немного оттенила белым некоторые части. И все, можно уже использовать. Получилось не идентично, но я и не стремилась скопировать маску один в один. Таким же образом можно сделать и другие маски. А теперь я покажу, как я сделала панно. Размер я решила делать не такой большой, как на фото, потому что мне некуда их вешать в таком размере. Поэтому я взяла небольшие фанерки. Для изготовления панно я пошла нестандартным путем. Не просто покрасила и сверху нанесла рисунок, а наоборот. Сначала я нанесла краску одного цвета и промокнула салфеткой. Потом наложила мазки разными цветами. Кисточку сначала макала в краску и потом в воду, чтобы краска была не густой и расплывалась. Также сделала на втором панно, но с другими цветами. Карандашом на панно нанесла рисунок, старалась сделать похожими, как на фото. И начинается самое интересное. Для нанесения рисунка я использовала гравер. Сняла слои дерева вместе с краской, потом смахнула опилки и наждачкой сняла все неровности. Также поступила со вторым панно.
нанесла акриловый лак на оба панно. И еще решила нарисовать рамочки черным. Так панно стали выглядеть более ярко. И хотя можно было бы просто нарисовать светлой краской на панно такие же рисунки, мне больше нравится, что у меня на панно рисунки получились рельефные. Я пока еще не решила, как точно расположить все эти предметы, но пока они у меня расположились так. Ну вот на сегодня и все. Всем спасибо за визит.